Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготую домашню ковбасу без зайвого клопоту. Швидко та дуже смачно. Зверху хрустка, всередині м'яка, соковита. Сподіваюсь, вона вам також сподобається. Перед вами те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Из специй у меня черный молотый перец, здесь же немного душистого, чеснок, французская горчица, с ней намного вкуснее, обязательно соль, ну и другие специи по вашему вкусу. Мясо свиная лопатка. Очень удачная для колбасы, сочная, нежная, но не жирная. Вот только немного сверху, поэтому добавляю подчеревину. Если нет хорошей подчеревины, то мясо из ребер. На нем достаточно сала, и колбаса получится не сухая. Половину всего этого мяса пропущу через мясорубку с крупной решеткой. Вот средняя, а это крупная. Оно не измельчается мелко, получается как рубленое. А остальное нарежу кусочками. Мясо из ребер я не перекручиваю, а нарезаю кусочками. Только не делайте их большими, так будет намного вкуснее. Маленькие кусочки сала придают колбасе сочность, и она не покажется вам жирной. К тому же его здесь немного, тем более это не сплошное сало, а вместе с мясом. И чем меньше будут кусочки, тем лучше и более равномерно оно разойдется по всему фаршу. Хорошо перемешается. К фаршу добавляю нарезанное мясо, ребер и лопатки. Сюда же чеснок, я его пропустила через пресс. Горчицу, именно зернами, так получается очень вкусно. Соль 25 грамм, учитывая то, что здесь уже горчица. Черный молотый перец вместе с душистым. И все это хорошо перемешиваю. Мясо даже массирую, чтобы оно лучше взяло в себя специи. Вот теперь добавляю воду. Обязательно холодную. Она у меня сутки простояла в холодильнике. И не все сразу, а порциями. С водой оно легче вымешивается. Хорошо разойдутся не только специи, а также перемешается фарш вместе с мясом. Сколько понадобится воды, я думаю, вы сами поймете. Вот эта масса станет мягкая, влажная. Воды мне понадобилось где-то 200 грамм. Хорошо уплотняю, затягиваю пищевой пленкой и оставляю при комнатной температуре где-то на 3 часа. Если в холодильнике, то можно и на дольше, даже на ночь. Все, время прошло, можно делать колбасу. С мясорубки убрала нож и решетку, одела насадку для колбас и на нее одеваю кишку. Предварительно ее хорошо промыла от соли с одной и с другой стороны. Кончик сразу не завязываю, пусть выходит воздух, и наполняю мясом. Они у нас продаются в супермаркете в мясном отделе. И сейчас на экране появится фотография упаковки. Кишки уже хорошо почищены, засолены, остается их только промыть. Посмотрите, какие они тоненькие. Вот теперь завязываю один кончик. Руками прохожусь по всей колбасе, чтобы мясо равномерно распределилось. И завязываю второй хвостик. Вот такое получается колечко. Одинаковой толщины, в меру плотное, в меру жирное. Это колечко перекладываю. Одеваю следующую. Точно так же начиняю дальше, пока закончится весь фарш. Если у вас нет времени на то, чтобы выстаивать, мариновать мясо, можете его заправить и сразу же сделать колбасу. А вот колбасу придется оставить на те же 2 или 3 часа при комнатной температуре или в холодильнике на ночь, чтобы мясо все-таки промариновалось, лучше в себя взяло специи и воду. И только потом уже запекать. Колбасу можно приготовить по-разному. Сразу ее проварить, потом обжарить на сковородке. Или проварить и запечь в духовке. Но я сегодня только запеку. Так меньше хлопот, намного быстрее и даже вкуснее. Вот столько получилось колбасы из 3 килограмм мяса.
Сейчас ее буду запекать. Проваривать предварительно не надо, поэтому уже греется духовка. Температура 190 градусов. В меру плотная. Видны зернышки горчицы, кусочки мяса, сала. Смотрится очень аппетитно. Накалываю с одной стороны. Мясо при запекании будет давать сок. Также в колбасе есть пузыри воздуха. И всему этому надо будет выходить. Поэтому обязательно прокалываю. Укладываю на листик, переворачивая, чтобы потом проколоть еще и с другой стороны. Вот так я разложила колбасу. Между завитушками остается расстояние, чтобы она хорошо пропекалась. Вы видели, пергамент я ничем не смазывала, и колбаса к нему не прилипает. Потому что это пергамент силиконизированный, специальная бумага для выпечки. И сверху слегка смазываю жиром. Какой у вас есть, смалец или растительное масло, чтобы запекалась красивая корочка. Сливочным не советую, оно быстро подгорает. И к этому времени уже набралась температура, ставлю запекать. Оставшееся колечко колбасы упакую в пакет и положу в нулевую камеру. Там оно может храниться около 2 суток, но при условии, что мясо было самым свежим. Потом его тоже запеку в духовке. Колбаса запекалась всего 30 минут при температуре 190 градусов. 25 минут на среднем уровне духовки, у меня их всего 5. И на последние 5 подняла на уровень выше и включила режим гриль, чтобы она посильнее запеклась. Донышко не запекается так, как верх, поэтому лучше ее перевернуть и еще 5 или максимум 10 минут допечь. Я одела перчатки, чтобы не так пекло в руки. Буду руками помогать, чтобы колбаса не треснула, не разломалась. Вот такое белое донышко. Местами подпеклось, а местами остается совсем белым. Смываю все, что на ней накипело. Пусть колбаса будет чистая, гладкая. Смотрите, сока выделилось совсем немного. Это значит, что колбаса останется сочной. Если хотите, с этой стороны тоже смажьте жиром. Я думаю, бульона будет достаточно. И снова отправляю в духовку. Колбаса запекалась еще 10 минут. Режим гриль. Температура 190 градусов на самом верхнем уровне духовки. Вы же учитывайте особенности своей. Все они пекут по-разному. Возможно, вам понадобится другое время, другая температура или же другой уровень духовки. Вот такая румяная, вся целенькая, нигде не треснула. Разрезается легко, внутри мягкая. Посмотрите, какая сочная. Она уже полностью готова, не надо ее долго сушить, а только зарумянить. Колбаса очень вкусная, ароматная. Готовьте с удовольствием і приятного вам апетита. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.